20 ноября 2024 года вышел Stalker 2. Прошел год с момента его выхода, и за это время я прошел игру на 100%. И у меня это заняло 530 часов. Если же точнее 520, но это сути не меняет. И я хотел бы затронуть некоторые темы. Насчет концовок, насчет того, стоит ли игру проходить сейчас в общем, что изменилось, что добавили, но это мы затронем совсем вкратце. Это видео предназначено как для бывалых сталкеров, так и для новичков, которые думают, стоит ли ее проходить сейчас, или же стоит подождать год-два минимум, пока игра не выйдет в идеальном состоянии. Думаю, если вы включили это видео, значит вам интересно мнение человека, который в игре буквально жил. Тогда не буду отнимать ваше время. Приступаем. Каким я видел игру до релиза? Я, как и большинство, когда впервые увидел видеоролик с E3, подумал, нет, эта игра слишком хороша для моего компьютера. Разработчики подумали так же, и поэтому графика претерпела некоторых изменений. Казалось бы, ухудшение. Но, как выяснилось, это был всего-навсего демо-ролик, а не актуальный геймплей игры, как считали некоторые. Поэтому я в попыхах, или как получится, откладывал деньги на новые комплектующие, пока игра еще не вышла. По сборке компьютера я даже выпустил было дело один видеоролик, который вышел довольно-таки давно, но сборка, мягко говоря, скажем, говно. Поэтому спустя год была заменена видеокарта на более мощную. Насчет своих первых впечатлений я уже не раз высказывался, но думаю, что имею право повториться. Тот день, когда я поставил ее на скачивание, я не мог поверить в то, что наконец-то в это сыграю. Это как будто бы, знаете, запретный плод, до которого не дотянуться. И вот, в конце концов, он у тебя в руках, и ты буквально смакуешь каждый кусок. А музыка в главном меню – мое почтение. Да, хоть это переделанная музыка из главного меню в Тени Чернобыля, но тем не менее звучит она по-новому, звучит она иначе, более свежо. И ты чувствуешь, что все-таки возвращаешься в ту самую легендарную трилогию, и ты понимаешь, что следующие часы протекут незабываемо. И вот как раз таки мы плавно переходим к первым часам игры. Как только подошло к концу вступительное задание, я взялся за изучение малой зоны, и на это у меня ушло около 15-20 часов. Да, вы скажете много, но там я знаю буквально каждый дополнительный квест, каждый кустик, буквально все это излазил вдоль и поперек. Ибо изучение игрой поощряется. И первая локация подпитывает интерес к изучению. Вы буквально захотите, сами того не ведая, излазить всю зону, чтобы узнать о каждом ее секрете, о каждом тайнике, излазить все аномалии в поисках артефактов. Не знаю, как у большинства, но у меня, по крайней мере, это так. Более того скажу, мне было куда интереснее изучать зону именно что во второй части, нежели в трилогии. Да, после этих слов у меня моментально полетят всяческие оскорбления и доводы о том, какая же трилогия была шедевральной и какой же второй сталкер все-таки кал. Но в большинстве своем эти комментарии будут от людей, которые во второй сталкер не играли, или же наиграли всего в него 2 часа, или же не просто зависимы от другого, чужого мнения. Еще бытует мнение, что испортили тайники, мол, в них нет ничего полезного, только хлеб да колбаса, никакого от тебя оружия, никакой брони. И это частично верное утверждение, но не совсем так. На всю зону, не считая Припяти, можно найти хороший тайник, где содержится как качественная броня, так и хорошее оружие. К тому же после определенного патча тайники переработали, добавили обвесы и как бонусом флешку с купонами, правда они попадаются очень редко. Ну и коли уж мы затронули открытый мир, давайте о нем и поговорим. На релизе враги буквально в наглую спавнились либо за вами, либо перед вами, спустя определенное количество времени. Сейчас, ясное дело, такого безобразия больше нет. Теперь же зона чувствуется более живо. Абсолютно все, после того как игра вышла, жаловались на пустой и мертвый мир, что по логике вещей и должно быть, ведь это зона. Возможно, на этот счет у вас иное мнение, и я не прав, но в день релиза я, по крайней мере, пытался это как-то обосновать и найти логическую цепочку. Но о том, как именно изменилась зона и каких изменений она претерпела, я рассказывал в отдельном ролике. Если хотите, посмотрите. Теперь же поговорим о сюжете. Вдаваться в подробности я не буду, специально для тех, кто игру еще не прошел, но концовки будут затронуты, так что имейте это в виду, так как я хочу поделиться своим мнением, какую концовку я считаю атмосферной или же каноничной. Квартиру главного героя, Скифа, разрушил артефакт, и дабы кто-то понес за это ответственность, он отправился в зону. Но разумеется, все не так просто. После той злополучной ночи, когда был утерян сканер, приоритеты несколько меняются. Он познакомится с большим количеством персонажей, судьбы которых будут зависеть от него самого. Принимать непосредственное участие в различных ситуациях и, как итог, разгадает загадку зоны. А получит ли он то, чего так желал, зависит уже от концовки.
В этом плане концовка за Варту самая логичная, ведь если им содействовать и они добьются своего, в награду он получит ключи от новенькой квартиры. Если же сместить свои приоритеты на второй план, то с остальными концовками ситуация иная. Если будете поддерживать стрелка, он закроет как вход в зону, так и выход, тем самым обезопасив ее. Если вас подкупают речи о светлой зоне, можете пойти по пути Шрама. Попадете в мир без грязи, без боли, как изначально и планировало осознание. Даже несмотря на то, что это всего-навсего иллюзия. Если же все вышеперечисленные исходы вас не устраивают, вы можете выйти на концовку Скифа. В ней Скиф прислушивается к доктору и его словам, что зона должна быть свободна и сама выбирать, чего она хочет. В результате аномальные зоны расширились по всему миру. Как по мне, все концовки хороши. Концовка Шрама за то, как нам показали две стороны одной медали, канонична за счет последствий такого решения. Концовка за Варту, где все оказываются агентами, в том числе и Скиф. Ну и концовка Стрелка на фоне всех остальных выглядит хотя бы не так печально. В игре нет хороших концовок, вы либо становитесь зомбированным, либо вы с самого начала агент, либо же устраиваете катастрофу глобальных масштабов. И на фоне всех этих концовок, концовка Стрелка самая, как по мне, оптимальная, ведь никто не гибнет, по сути, перекрыт только вход и выход из зоны. Да, в конечном итоге сталкеры умрут из-за недостатка провизии, но, тем не менее, исход не ясен, возможно, припасов хватит на долгое время. Поэтому определить, какой финал больше всех меня симпатизирует, тяжело, ведь все не смотрятся на уровне. Но поскольку Стрелок мне не безразличен как персонаж, ведь я прошел с ним Тень Чернобыля, да и Зов Припяти частично затронул, то я отдам свой балл за эту концовку, ведь она у меня была первой. Теперь что касаемо оружия. Стала ли она лучше по сравнению с трилогией? Да, несомненно. Звуки приятные и не режут слух, что не мудрено, ведь разработчики специально для игры записали то, как звучит разное оружие разного класса. Его здесь предостаточно как нового, так и старого, и вы можете найти своего собственного фаворита или же фаворитов, в плане удобности или урона. А с найденными улучшениями вы можете настроить его под себя, как вам удобно. Мой набор варьировался от ситуации к ситуации. Под конец игры пользовался Хородом и Гаусс-пушкой, но в начале своего пути ходил всегда с Днепром, потому что у него высокий урон. Ну и довольно часто имел при себе снайперские винтовки, так как враги очень часто докучали на дальних дистанциях. Но и с появлением коры 1911 больше ничего при себе иметь не хотел, кроме этого оружия. Правда, был еще револьвер, который в плане урона довольно-таки хорош, но в связи с малым магазином все-таки отдам предпочтение коре. С оружием разобрались, а теперь перейдем к самой интересной части, по которой большинство кликнуло на этот ролик, а именно к достижениям. По сути, заработать большую часть ачивок нетрудно, нужно лишь двигаться по сюжету, и вы уже заработаете редкие ачивки. Но с некоторыми у меня возникли трудности, и я расскажу, с какими именно. На все 4 стороны, флешка-рояль, бинго и собиратель чудес. Нюанс первого заключается в том, что нам нужно открыть всю зону, включая ЧС, хотя казалось бы, физически туда никак не попасть. Да, я знаю, что достаточно подойти просто к границе, но у меня почему-то это не срабатывало. Поэтому не без помощи сторонних софтов я пролетел всю карту и наконец-то добился своего. Но что касаемо флешки рояль, я думаю, что слова излишни, ведь и так все прекрасно понимают, почему ее так трудно заполучить. Да просто банально потому, что апгрейда по всей карте разбросано 78 штук, и вы своими силами вряд ли их сможете найти, если не используете интерактивную карту, как я. А что до бинго, оно выполнимое, но с некоторыми оговорочками, ведь вам нужно прочувствовать на себе все негативные эффекты, в частности и пси-излучение. А каким же образом вы заполучаете пси-излучение? Правильно, при помощи специально отведенных мест или же контролера. Специальные места были мною уже проверены, а контролеров на карте живых, по крайней мере, уже не было. Ведь те места, в которых они появлялись, я уже излазил и, разумеется, от них избавился. Поэтому эта ачивка для меня тоже была недосягаема, но я это решил, как обычно, своим старым проверенным способом. Это при помощи чит-меню. Заспавнил рядом с собой контролера, и ачивка уже в кармане. Ну а самую бесячую я оставил напоследок. Это собиратель чудес. О, как же трудно собрать все артефакты, вы бы знали. Ведь в КПК Скифа нет заметок о тех артефактах, которые он нашел. Есть только уведомление о новом артефакте, который вы подобрали. И это на самом деле та еще проблема, ведь я просто банально не мог вспомнить, какие я подобрал, какие нет. Поэтому принцип заполучения новых был весьма простой. Сохраняться недалеко от аномалий и каждый раз перезагружаться, если я подобрал старый. И мне даже трудно сосчитать, сколько часов я убил на то, чтобы ее получить. И знаете, что в конце концов я сделал? Разумеется, прибегнул к читам.
И каково же было мое удивление, когда я, подобрав из множества артефактов только один, получил эту ачивку. И тогда я испытал неподдельное удивление, что как, не хватало всего одного? А так в основном все остальные достижения зарабатывались весьма просто. Что-что, а музыка с эмбиентом мне пришлась по вкусу. Есть как выразительный и запоминающийся, так и не очень. Новые звучат гармонично и под стать окружению. А что касаемо старых, тут все не так однозначно, потому что по сути мы слышим ту же самую музыку, что и звучала 18 лет назад, только в новом виде. Хотел бы я сказать что-то халтура, но я не хочу этого говорить. Как я это вижу? Ее добавили для ностальгии. Вы скажете лень, а я скажу, это работает. Мне не надоедает смотреть на тот же кордон, на те же болота. Ведь зачем придумывать пятое колесо, если можно оставить то, что вам давно знакомо? Да и новые также отпечатались в памяти, в частности тема Залесья и Дикого острова. Слушая их отдельно, понимая, что это не на тяп-ляп сделанная музыка, чтобы на фоне играла. Создает ли оно напряжение? Делает локации атмосфернее? Несомненно. С погружением она более чем справляется и делает это на уровне. Что до локаций и их проработки, смотрятся они, как полагается. Дома больше не пустуют и усеяны всяким мусором, чего очень сильно не хватало трилогии. Смотришь и понимаешь, с каким же трепетом разработчики взяли и воссоздали реально существующие декорации, дома, местность. Видишь, к примеру, у того здания кирпич отвалился, тут дерево упало и тем самым разрушило крышу. Правда, большинство конкретно так вцепилось в нелогичное расположение локаций. Да, они находятся не на своих местах и не так, как раньше, но даже здесь я не вижу проблемы. Натыкался я на мнение, где все это обосновывалось, мол, к примеру, есть у вас друг, который пересказывает ситуацию, в которой вы лично не были и не участвовали, но можете представить и воссоздать картину событий у себя в голове. К чему же я веду? Тот же Стрелок, Шрам или Дегтярев могли рассказывать о том, как зона выглядела раньше, а в действительности она выглядит совершенно иначе. Звучит, конечно, теория глуповато, но на деле все куда прозаичнее. Разработчики просто хотели сделать зону более правдоподобной, то есть как в жизни. Если вас это раздражает, выводит из колеи, то продолжайте в том же духе. Я смог с этим смириться, вы нет. Ну и все тут. А теперь давайте-ка поговорим о сюжетном дополнении, которое вышло буквально недавно. У меня даже здесь были проблемы, ведь я не мог получить оповещение о новом задании, но не я один был такой. Говорили люди, что нужно прийти в Горелый лес. Я пришел в Горелый лес, там ничего не происходило. И вот уже, переходя с армейских складов на химзавод, я наконец-то получил уведомление о том, что кому-то требуется помощь в районе Рыжего леса. Дойдя уже до места в старой шахте, нас встречают бандиты, которые удерживают пленника. Заключенного кличут Банзаем, и его, вместе с группой, хочет ликвидировать группа наемников, во главе которых стоит Череп. Казалось бы, по какой причине? Дело в том, что Банзай вместе со своими коллегами обнаружили неизвестный радиосигнал, после прослушивания которого сталкеры поголовно сходят с ума. Нужно расшифровать частоты и выяснить, что конкретно в них говорится. Поэтому нужно собрать старую гвардию вместе, чтобы они помогли Банзаю и чтобы их поодиночке не убили наемники. Одного выкупаем, а другому нужно подыскать броню получше, ведь его износилось. Разумеется, без разлада в команде никуда. После того, как все расположились в пионерлагере, нас отправляют за недостающей деталью, но наемники знали о том, где мы будем. А значит, кто-то нас сдал, и нужно вычислить крысу. Выясняется, что все приведенные чисты, и это вина Банзая. Хоть он и расшифровал чистоту, но это стоило им анонимности. Наемники знают, где эти обитают, и нужно готовиться к обороне. После составления плана начинается бойня, в которой применяется смертельная чистота. Все наемники зомбированы, но главаря это не коснулось. Он уже был отчаялся и был готов включить чистоту, утащив всех на тот свет. Но вовремя появляется Шельма и ликвидирует главаря. С него же мы получаем ГП-37 второй версии, и после этих событий пионер-лагерь снова лагерь. В целом это дополнение неплохо так разбавило мое прохождение, ведь после уже основного сюжета я не знал, чем себя занять, и вот появился повод снова насладиться игрой. За прошедший год мое мнение к игре не изменилось, она до сих пор остается таким же, как и раньше. Играть в нее интересно, и даже если наскучит, разработчики будут дополнять ее сюжетно. Тем более грядет большое DLC, которое я точно не упущу. Ну и поделюсь, почему же я так долго отсутствовал, мало ли вдруг кто-нибудь задавался этим вопросом. Дело в том, что я нахожусь сейчас на территории другой страны, здесь другие обычаи, другие люди, другой язык. И поэтому мне очень трудно смириться с тем, что мне пришлось покинуть родной дом, и приходится привыкать к новой жизни. Оттого я не мог просто сесть и записать какое-нибудь видео, потому что это трудно реализуемо.
да и просто тяжело как физически, так и морально. Потому не удивляйтесь тому, что видео будут выходить реже, чем обычно. Но я по мере возможности буду продолжать заниматься своим любимым делом. Ну а с вами был канал Артема. Не забудьте оценить это видео, а также поделиться своим мнением в комментариях. Всем до скорых встреч!